Всех приветствую на канале Прототип 85, посвященному гача-играм. И сегодня у нас в видео игра Moto Immortal. Moto Immortal меня очень сильно затянуло. Я играю в 3 разные игрушки, но вот в Moto Immortal я очень много посвящаю времени. Я уже за несколько дней очень хорошо разобрался, вошел в топы. Вы тоже можете заходить, там все равно новые сервера открываются периодически, просто заходите, вас в более новый сервер кидает, и если вы будете разбираться в игре, вы спокойно займете топ-места, без особого доната, он там тем более недорогой. И так как я все-таки разобрался в игре более, чем я рассказывал в прошлом видео, сегодня я хочу поговорить о такой функции, как святилище, на английском shrine. Вот, мы открываем Shrine, у нас открывается такое окошко. Вообще изначально, чтобы открыть эту функцию, вам нужно закрывать Одиссею. И закрывать ее в первую очередь всегда, как только можете, пока вам позволяет боевая сила, вот она сверху у меня на 930 тысяч сейчас. Закрывайте всеми способами. Эта Одиссея будет открывать вам все функции. Вот и лабиринт, и гармония 4 символов. И вот также открыла она нам и Шрайн, то есть святилище. Уберем всех этих товарищей. Сейчас я уберу. Вот, я убрал сейчас всех божеств из ячеек. Что мы видим? Изначально у нас появляется такое окошко с пустыми ячейками. И этих ячеек там одно у вас будет сначала, 2 будет. И постепенно будет расти в зависимости от того, как вы прокачиваетесь. Вот у меня сейчас уровень 13. Вообще изначально для чего это? Здесь есть описание сверху. Что мы здесь можем прочитать? Что святилище – это место молитвы, соединение с божествами, и где ты получаешь ответы на свою преданность. Вера, которая вот у нас справа вверху, она накапливается за счет этих всех молитв. За очки веры мы можем прокачивать вот эти ячейки. Эти ячейки будут опять же аккумулировать нам эту веру. Но в чем фишка Шрайна? В том, что когда полоска заполняется, есть вероятность, что вам будут выпадать определенные вещи. Вот такие артефакты называются. Вот через эту кнопку, если мы посмотрим. Сейчас мы об артефактах отдельно поговорим. Вот, эти артефакты очень важны, очень нужны. Изначально у нас будет одна ячейка, и у нас будет возможность вот здесь вот в Divine Seed, то есть в священных ячейках этих прокачивать. Что я советую в первую очередь прокачивать? В первую очередь это Seed of Celerity. Она дает больше всего веры. Сейчас она пустая. Вера у нас исчисляется в цифрах. Сначала это идет там 10, 15, 20 обычные цифры. Потом, как у нас принято, стоит буква К. Это уже 3 нуля добавляется. Потом уже идет, когда перестает чисел хватать, добавляется АА, АБ, АС, АД, АЕ, АФ и так далее. Таким образом мы можем понимать, вот что вот у меня есть АБ и АС, что АС это выше, чем АБ. То есть плюс 23 АС это больше, чем 76 АБ. Намного. Итак, у нас, допустим, появляется ячейка какая-нибудь, да? Они будут открываться там постепенно, и мы вот начинаем вставлять. Вот первая ячейка. Допустим, можно вставить здесь, вот, выбрать героя. Можно нажать сюда. Вот что дает нам ячейка, например, Celerity. Она дает нам, вот как мы можем прочитать здесь, повышенную скорость молитвы. Pray and Speed. У нас вот здесь есть характеристики. То есть Devotion, это поклонение, да, сколько мы поклоняемся, то есть столько вырабатывается веры. Крит шанс, крит урон и скорость молитвы. Как часто будет это значение, вот это вот, аккумулироваться в веру.
Это уже уровни идут, насколько я прокачал, что они дают. Они вот каждый уровень дополнительно дает какие-то бонусы. Ты можешь посмотреть, например, что тебе качать, что не качать. И это совершенно вот Seat of Might тоже вот видим, да, что она дает дополнительный буст, плюс 300%. Все ячейки генерируют 1% в этот слот поклонения. Итак, чтобы она заработала, нам надо поставить сюда какого-нибудь героя. Вот давайте поставим в Eminence. Поставим, например, вот такого героя. Как мы видим, как только я поставил, вот я убрал и опять поставил, да, мы видим, сразу появляется описание, что именно этот герой дает эффективность поклонения минус 90%. То есть 10% от выработки будет только идти. 10% из этого. Но все божества червь, то бишь сердец этих, увеличится поклонение на 60%. То есть она жертвует своим поклонением, но зато 60% у всех вырабатывается. Это очень круто, потому что, как мы посмотрим, сколько у нас ячеек потом открывается. Раз, два, три, четыре, пять, 6. То есть, и это получается у нас, что 6 на 6 – 360%. А мы забираем 90% из этого. Но зато все аккумулируют. Поэтому это очень крутой персонаж. Допустим, мы его оставляем. Вот. И постепенно мы нажимаем на Level Up, например. Вот он мне предлагает сразу на 20 уровней скакануть. Но мне не надо, потому что я хочу качать в первую очередь самый высокий, который мне дает веру. И это вот она, Celerity. Она дает плюс 23,49 АЦ. Мы вот так пробежимся по кнопкам, смотрим, что будет, если мы качнем. Нам добавится 1,5 AB. Тут плюс 4 AC. Если так посмотреть, то тут самая большая цифра это как раз таки вот на Celerity. Плюс 23,49 AC. Поэтому я предлагаю как смотреть вам. То есть как только ячейки открываются, у вас здесь подсказка. Вы так хопа, в зависимости сколько от ячеек, посмотрели. Если я сейчас вкачну такой уровень, какая из них даст мне большую прибавку? И апнули. И так далее. Вот сейчас я практически все время апаю именно Celerity, потому что она каждый раз дает намного больше, чем все остальные. Но опять же, можно смотреть и на скиллы. Некоторые скиллы могут очень сильно бустануть. Они здесь описаны вот внизу. Итак, расставляем мы героев, допустим, вот таким образом. Как понять, в какую ячейку вообще поставить? Тут нужно смотреть на самих героев. Например, вот мы возьмем вот Изис. У нее поклонение плюс 350%. И скорость молитвы плюс 8. Она топ среди всех божеств, которые молятся. Поэтому ее надо ставить в самую выгодную. Мы выбираем ту ячейку, в которой больше всего эффективности. Эффективность вот у нас написано. 5,79 АБ, 15,69 АЦ, 651 АЦ. Все, дальше мы видим, что цифры другие совсем. И вот, да, мы поставили ее правильно в Celerity. Она должна стоять там, потому что Devotion 45 АЦ с ней, без нее 10. Вот и вся разница. Плюс скорость повышается, как мы видим. Шанс крита 20%, но шанс крита будет работать и от других персонажей еще. Вот. Тут мы видим, что критрейт плюс 40% будет на 1000 уровне. Сейчас я на 240 уровне, но я играю всего лишь несколько дней. Вот. Поэтому мы ставим в зависимости от того, что дают герои. Я предлагаю изначально самому разобраться, изучить героев, а потом я скажу после этого, где можно посмотреть подсказку. Вот. Опять же, можно поставить вот ее. Каждые 20 молитв всех сердец, божеств,
То есть, почему я именно вот сердца ставлю? Самая выгодная для молитвы фракция, можно так сказать. Все произносят молитву. То есть, как только произошло 20 молитв, вот эти циферки выскакивают. После 20 еще раз все молятся. Еще раз произносят молитву. И это очень круто. Итак, мы поставили, например, вот этих товарищей. И вот мы видим. Все, у нас все работает. У этой крит дамаг плюс 400, да, уже 1000. Но крит рейт типа 20%, да. И то написано, это только для пик работает крит дамаг. То есть для всех, естественно, которые здесь расположены. Но пик у нас только вот, по-моему, только Немесис. Все. Вот, 2400 выросло сразу, да? Тут у нее что? Имеет 15% шанс на 6 дополнительных молитв, пока молится. То есть, вот. Ну, как по мне, червы здесь самые лучшие. Вверху мы опять же видим цифру в виде веры. Она нам нужна для того, чтобы мы могли вот здесь вот прокачивать. Вот мы видим цены, да, сверху. Точно такой же значок, что для прокачки нужно столько-то веры. То есть вот, чтобы прокачать, нужно 12,10. Здесь тоже надо прокачивать. Здесь надо намного больше. Здесь совсем другие цифры. И к ним вы дойдете чуть попозже. Но, однако, вот сразу Devotion плюс 150. То есть, вот поклонение 150. Нажимаем. Оп. Все. И цифра поменялась, да? Уже AQ. Куда-то в конец алфавита ушла буква. Дальше. Вот опять же мы прожмем Celerity. Вот наша эффективность. И вот общая эффективность 687,7. Мы нажимаем прокачать. Поменялось тут. Было 687,7, стало 857. Нормально. Оп. Ждем, когда наберется еще вера, которая аккумулируется у этих товарищей. А что мы видим за полоску бегущую? Это полоска, когда заканчивается, есть шанс, вот мы видим, выпадают такие огоньки, что выпадет артефакт. Вот такой вот. Один из этих. Артефакты есть разные, сейчас мы поговорим о них. Вот. Чтобы получить 100% артефакт, мы можем нажать кнопку Challenge. У нас есть 30 секунд. Мы смотрим, сможет ли наша эффективность, как мы подобрали героев и прокачали этот алтарь, сможет ли он набрать всю полоску за это время. И вот мы смотрим. Осталось 10 секунд. Мы видим, что мы не успеваем. Да, мы не успеваем. И по окончанию времени ничего не произойдет. Будут дальше молиться, генерировать веру. А здесь мы видим, что значок, что здесь падают именно артефакты. Ну а как мы можем посмотреть подсказки, например? Мы заходим в ранги, вот, на этот кубок нажимаем. Смотрим, вот наши места, кто больше всего прошел этажей. И мы видим набор здесь богинь. Мы нажимаем вот на эту синюю вкладочку. И видим, да? При таких героях выработка у меня будет, если я возьму, расставлю их именно так, 1.08 AD. А сейчас у меня 857. Естественно, надо нажать Swap. Таким образом, все герои, которые есть у него, станут на места у меня. Естественно, если эти герои есть у меня. Если нету, то есть смысл посмотреть, каких героев использует вот этот товарищ. Он вообще тут провтыкал двоих. Не поставил. Вот, кто-то вот этого использует, кто-то этого. Вот здесь 1.16, а здесь 1.08. Подожди, 1.08 АД, 1.16 АД. Так этот выгоднее даже. Видите, можно вот посмотреть. 1.12 АД, да?
Пока 4 место, просто он, видно, раньше начал, поэтому у него больше этажей пройдено. Типа вот красным показывается, это что мы на уменьшение пошли. Если мы поменяем вот так вот, то мы будем в минус. Ну, в плане меньше вырабатывать, чем вырабатывали вообще до этого. 1.12, 1.09. И вот так вот мы можем посмотреть. И если у нас эти герои есть, мы их ставим, и мы будем получать именно столько, сколько тут написано. Как я понял, вот 1.16 это самое лучшее сейчас. Оп, что мы видим? Эффективность 1.16 AD. И, кстати, забыл сказать, что качество героя, насколько он пробужден, насколько он вкачан, зависит на то, сколько он генерирует веры. Все, пошла. Так как эффективность у меня выросла намного, я могу нажать челлендж и посмотреть, получится или нет. Если сейчас полоска закончится до окончания времени, то мы получим артефакт. Какой-нибудь случайный. Да, и вот полоска уже прошла половину, а мы только половину времени потеряли. И мы успеваем. Вот у меня 1300 этаж. И оп, все, выпал артефакт. Вот мы можем нажать на него. Он упал в копилочку артефактов. Заходим в копилочку артефактов. И вот он среди них. Это вот накопилось. Это когда вот вы, например, заходите там через какое-то время, зашли в святилище, в шрайн, да? Опа, посмотрели на артефакты. Что-то он нам накидало, потому что оно все равно накидывает периодически. И, кстати, если вы, например, челлендж один раз нажали, и оно исполнилось, да, вы можете выйти и заниматься своими делами даже из игры. Потом заходите, и если вам хватает мощи, то он автоматом вам будет проходить эти испытания. Вот. Если он не может пройти испытания, он не будет их уже проходить в последующем, пробовать. Просто будет случайным образом подкидывать артефакт. Но испытание дает 100%. Вот. Таким образом, вот у нас есть такие артефакты. Мы видим вот эту зеленую стрелочку. Эта зеленая стрелочка показывает нам, что у нас есть герои, на которых можно одеть этот артефакт. И оно улучшит нашего героя. Мы выбираем вот, это самый лучший сейчас у меня артефакт. Мы нажимаем, смотрим. Он показывает всех героев, на которых можно одеть этот артефакт. Эти артефакты различаются между собой. Опять же, сейчас мы поговорим конкретно об артефактах. Вот, и мы в итоге выбираем героя, который для нас важнее всего усилить, который у нас чаще всего используется. Ну, в этом случае у меня, наверное, вот она. Все, он показывает, что, да, у меня стоял красный, сейчас будет стоять бирюзовый. И таким образом у меня было 36 тысяч хп от этого артефакта, а станет в 2 раза больше. То есть, понимаете, какая разница силы между цветами? Так же вот как между синим вот этим вот и красным, так же как между красным и золотым, вот такая огромная разница. То есть вот этот артефакт нам даст хп очень много. Было 36, плюс 36, уже 70, да. Свапаем, оп, показано, сила улучшилась хп, уворот улучшился и бонус к физ-дамагу, пожалуйста. Вот, и так вот мы щелкаем, например, на эти и смотрим, так. Теперь этот артефакт. Вот мы возьмем вот этого танка. Чуть-чуть улучшили, потому что он такой же примерно. Просто этот будет лучше. Почему? Потому что у него, как мы видим, у этих артефактов свои фракции. То есть, вот, например, звездочка, и герой у меня тоже со звездочкой. То есть, это целестиалы. Это высшие божества небесные. Тут есть вот пики, бубны, червы и крести, да? Вот, поэтому, так как он под эту фракцию, он еще сильнее увеличивает. Поэтому оно подсказывает, типа, вот вы можете улучшить. Итак, каждую вот эту стрелку мы проходим и меняем. То есть свапаем, тот падает, и таким образом на склад. Что мы еще здесь видим? Мы видим слева вот такие награды.
Изначально будут квесты, которые просто там закройте столько-то этажей, сделайте то-то, сделайте все, и вам будут давать разные награды. Потом, когда закончатся, скажем так, награды для новичков, будут ежедневные награды, такие 3 штуки, на которых нужно добыть столько-то веры обязательно. Вот. И путем автоматического добывания веры плюс испытания, вот эти челленджи, вам будет выдаваться награда. Награда очень вкусная. Видите, селекторы. Селектор дает вам выбрать любой артефакт на халяву. Вот, поэтому, ну, или кристальчики дает там, или перышки, когда как. Вот, поэтому это очень важно. Мы видим, что у меня 13 уровень этого алтаря. Заходим сюда, смотрим. Прогресс зачистки, да? Изначально у вас, вот у меня сейчас идет Эпик плюс до мифика, но у меня здесь не покажет уже. Там изначально идут обычные шмотки, потом там синие шмотки, потом золотые плюс, легендарный плюс. И в зависимости от того, как у вас растет уровень этого алтаря, тем меньше процент у худших шмоток на выпадение и больше у лучших. Да, вот мы видим пример 13 и 14 этаж. Вот я сейчас на 13, current level. Следующий 14. Вот мы видим, да, легендарные сейчас падают с 25% шансом, а легендарные плюс намного лучше тоже легендарных с 58%. То есть легендарные падают меньше, чем легендарный плюс. А на 12 уровне было наоборот. То есть больше падали легендарные, а легендарные плюс падали с меньшим процентом. Вот мы видим разницу. На следующем уровне легендарные стали не 25%, а уже 15% всего лишь шанс выпадения. А легендарный плюс не 58% из 100% всех шмоток, а аж 40%. Уменьшается процент. Но зато следующие, да, уже шмотки голубые, не 15%, а 39%. Уже на уровне с легендарными плюс будут падать и те. Пока 15%. Вот, поэтому чем больше вы прокачиваете уровень, к этому надо стремиться всеми силами, тем быстрее вы будете добывать лучше шмотки. А шмотки здесь решают очень многое. Они очень много силы дают. Сейчас мы посмотрим разницу. Вот у меня сейчас 0.1 мифик, да, практически шанс, что он упадет, мизерный, но может. Тут уже 1%, это уже что-то. Чтобы апгрейднуть, нам надо помолиться 10 раз. Ну, смешно. 5 раз апнуть ячейку любую, да пожалуйста. Но тут нам надо вот такая вот штуковина. Неумирающее пламя, да? Надо 2 штуки. Эти 2 штуки добываются при зачистке глав Одиссея. То есть, что мы делаем? Когда мы, вот мы сейчас выйдем отсюда, заходим в Одиссей, это наше приключение самое главное, оно нам все открывает и все дает. Это надо выполнять как можно быстрее, вот это вот все дело. За зачистку у нас идут такие награды. И за эти главы нам будут давать вот такие вот красные штуки. Вот. Вот такое пламя. 2 штуки собираете, подтвердили. Оп, он мне говорит, сейчас у вас нету, идите в Одиссею. Но я вам могу дать еще подсказку. Постоянно, каждый день заглядывайте вот в этот магазин. Здесь рандомные предметы бывают. Вот видим, у нас здесь вот есть и эти артефакты можно купить или за кристаллы, да, или за монеты. Но у меня сейчас 9,5 миллионов, как мы видим. И за эту деньгу покупать один предмет я не хочу. Я лучше прокачаю героев. Вот. И вот здесь, пламя здесь я тоже покупал. 2 штуки сразу продавалось, я сразу купил и апнул тоже. Это одно из важнейших частей. По поводу вот самих молитв, которые дают бонусы. Они будут открываться с огромных чисел, только когда вера будет добываться у нас. Поэтому вам будет вот такая подсказка в виде красного огонька, что здесь можно качнуть и качаете. Вот. А пока качаем, оп,
Все отлично. Также есть у нас вкладка «Талисман». Типа, талисманы у нас находятся... Вот где оно находится? Вот Oracle, да? Оно отдельно есть. То есть можно зайти через вкладку «Талисман». Заходим. Вот. И у нас здесь пул героев. Ну, я выбираю вот обычно ее, Хлэдганнер. И вот с этой вкладки уже непосредственно, сейчас у меня нету этих ядер, они там даются тоже за разные ивенты, за Одиссею. Здесь мы проходим, скажем так, гадания, вот эти вот. Ну, видите, у меня нету тут ничего. Вот, и таким образом нам может выпасть талисман. Вот у меня уже было 3 талисмана. Они бафают наш источник веры, вот этот вот. Плюс 50 к общему поклонению на 30 минут. Вот Global Devotion это для всех, бафает всех. А здесь плюс 10% выработки. Теперь по поводу артефактов. Вот Deity, у нас есть вкладка, заходим сюда. Выбираем героя, например, вот Nemesis, мою любимку. Изначально у нас нету артефактов, у нас вот такие вот плюсики идут, да? Я сейчас снял их. Мы видим, да, 620 тысяч хп, 64 тысячи атака. Одеваем. Вот у нас есть выбор такой. Изначально самые первые, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, первый это самый лучший для нее, значит. Одеваем, показано, да, идет улучшение. 64 тысячи и 78 тысяч. Насколько апает один предмет. А вот непосредственно, вот у нас есть выбор, это или это. Смотрим, да, 84, 109, плюс 109 тысяч хп. Как вам такое? Плюс 109, у нас 623, один артефакт, сразу 109. На. Дальше. Тут у нас дает атаку, да, плюс 6000 и магическое сопротивление, да. 6200 атака, да. Еще дополнительно. Шикарно. Оп, уже 84 тысячи. Посмотреть все статы, достаточно нажать на любую характеристику, у вас здесь будет показано в принципе все. Дальше. Еще 38 тысяч хп и защита плюс 1920, да? У нас 16 тысяч защиты, 1920 это немало. Итак, 732 тысячи хп. Одеваем 770 тысяч хп. Вот так вот. Представляете? Артефакты это мега важная часть. Вот даже если мы сейчас посмотрим, у меня тут походу кто-то хочет одеться, да. Мы видим, что здесь звездочка появилась. Это означает, что мы можем одеть персонажа. Я захожу, так как она у меня всегда участвует в бою. В первую очередь одеваю только те, кто чаще всего проходит испытания. И вот показано, что можно заменить. Можно нажать автоматом на эту кнопку, оп, и оно поднимет, да, самый лучший. Или же нажать сюда и нажать Swap. Все. И здесь мы можем посмотреть, какие есть. Возможно, у кого-то забрать этот артефакт и себе одеть. Какой лучше подойдет. Но вот такие вот есть варианты. Что по поводу самого артефакта? Есть два артефакта, которые влияют именно на атаку. Это первый и третий. Вот. У них есть атака. У первого больше, у второго поменьше. Вот тут 4800, а тут 9600, да? То есть в 2 раза. Но фишка в 2 раза почему? Потому что у меня он прокачан. Видим, звездочки такие идут вот сбоку. Вот они. Это означает, что я его качал. То есть я нажимал Upgrade. Так, ну он уже тут прокачан. Будем на вот этом пробовать. Вот мы видим, да, у меня есть разные артефакты. Только сначала оденьте героев, а потом улучшайте. Потому что вы потратите эти артефакты, они сейчас сотрутся. И вот мы видим, вот у меня все пустые звездочки, да? И атака 6240. Нажимаем автодобавление. Подтвердить.
Оп, улучшили. У нас добавилась 1 звездочка. Нажимаем автозаполнение. Было 6720, сейчас станет 7200. Оп. Еще атаки добавилось, да? У нас появилась 2 звездочка. И так можно 5 раз. Он автоматом будет забирать шмотки и вот эту линейку заполнять. Таким образом, учтите, что он забирает монеты, будет их забирать нормально у вас. Таким образом, мы улучшаем героя всеми возможными способами, чтобы проходить Одиссею. Вот я все артефакты потратил, даже толком не одел героев. Ну, у меня там основные одеты, поэтому я не сильно переживаю за это. Итак, каждый артефакт. Внизу же, опять же, мы видим вот такие квадратики, да, вот вы спросите, тут 1, 2, 3, 4, и он здесь в одном месте заполнен, здесь в другом. Это показывается, в каком месте он располагается. Просто на первом месте, вот на втором месте, на третьем месте и вот на последнем месте. Вот. Что еще мы можем увидеть по артефакту? Плюс 29 тысяч мощи, да? То есть, если мы вот 264 тысячи, оп, уже 235, да? Все, до 29 мощи снято. Тип артефакта. То есть, не каждый артефакт вы оденете любому персонажу. Почему? Потому что, например, вот Аркейн, да, это магия. Это только для магов, вот посох у нее, да? Хотя, вроде бы, да как это для магов, если она физ, у нее шпага, и она бегает, шпагой махает. Я тоже так думал. Пока, честно скажу, не сел записывать этот ролик. Потому что я посмотрел, почему у нее стоят артефакты на магию. А оказалось, что она маг. Читаем навыки. Magical. У нее весь урон Magical. Я даже не вдавался в это. Почему? Потому что я думал, ну со шпагой, а она Magical. И вот сверху у нас вот есть Arcane. Это темная магия, типа таинственная магия. Хоть и ассасин со шпагой. Ну окей. Поэтому вот эта голова, которая нарисована, там с мозгом, видимо. Вот, это означает, что это такие шмотки одеваются только на магов. Вот. И опять же, если посмотреть на другого героя, оп, у нас это боец, и у нее тяжелая броня, типа, да? Поэтому такой кулак красный, и на нее только такие шмотки. Мы не сможем их одеть, эти шмотки, на Немесис. Дальше вот идем, да? Изис. У Изис ловкость. Поэтому здесь мы видим уже кинжал. Вот. И с таким значком подойдут только для божеств. Тоже с таким же значком. Вот. Это несложно, даже не то, что подбирать. Тут не надо подбирать, потому что если вы откроете Swap, посмотрите, у вас будут только с таким же значком, с красным. У вас других не будет, вы даже не сможете их одеть. Когда вам будут выпадать сундуки, в которых можно будет выбрать, вы сначала откройте сундук, нажимаете на каждый предмет, и он вам будет показан, в кого вы можете одеть его. Например, вот если я вот зайду сюда, вот, например, выпал сундук, и там вот такой набор будет их всех. Вы нажимаете, и он вам сразу покажет, на кого можно одеть. Потом, хоп, посмотрели. Так, а вот этот, что, на кого можно одеть? На того-то, на того-то. Но здесь, опять же, герои будут показываться только те, которых этот артефакт улучшит. Даже если он подходит, но он сделает хуже, например, персонажу, персонаж показываться не будет. То есть, видим, да? То есть явно, что у меня больше, чем вот этих героев. Но однако он покажет. Вот. И на каждом артефакте мы видим, что есть бонус набора. То есть вот пики, да? Независимо от того, какой персонаж у нас. То есть это персонаж, вот, например, вот пики, да? У нас вот стоит, пожалуйста, посох с трефой. Это не ухудшает показатели
но не улучшает. То есть, может быть то, что сама редкость артефакта настолько мощная, что она перебьет, вот если вот мы посмотрим, если тут пики есть, вот смотрим, да, вот, что мы видим, вот с пикой, да, пожалуйста, посох, вот настолько он хуже. Лучше одевать по редкости, он сам будет это советовать, но что мы видим? У нас пика, и мы видим бонус. Вот набора, вот он написывается. Статы артефакта повышаются на 30% после того, как он будет одет. На 30% это много. Поэтому все-таки важно иметь именно с того же набора артефакт. Но опять же, редкость важнее. Поэтому вот здесь трефы, здесь мы видим, не светится. Да? Нет у нас бонуса 30%, но артефакт все равно сильнее. Если какие-то вопросы будут, пишите в комментарии, потому что я уже более-менее разобрался со всем, и в дальнейшем буду делать уже об остальных функциях. Ставьте лайки. Ну и в принципе, удачи вам в играх. Пока.